Цель сеанса. Хочу очиститься от всех негативных программ, наполниться энергиями любви, счастья, благодарности, вернуть себе свой творческий потенциал, свою силу, здоровье и веру в иконы Первотворца жизни. Убрать все крючки, зацепки, чипы, импланты, убрать все негативные воздействия на меня, если были. Хочу вытолкнуть из своего пространства все энергии злости, предательства, фашизма. Хочу идти по пути очищения, выполнения миссий и саморазвития. Аспекты. У меня начались проблемы со здоровьем, защемился нерв, и я вот это уже дней 5 плохо себя чувствую, очень сильная боль. И каждый раз, когда я вот лежу, а потом встаю, занимает прям несколько минут, потому что очень резкая боль именно с положения лежа на положение встать. Или переворачиваюсь ночью так со стороны в сторону, то есть по ночам часто просыпаюсь, потому что просто не найду положения, в каком не больно. Принимаю таблетки, делаю все возможное, но пока что ничего не помогало. Вот чуть-чуть улучшения с вчерашнего дня, маленькие. Так, мне страшно, что это может быть что-то серьезное, и уже просто как-то нет сил это терпеть. Надо, чтобы, мне на помощь надо иногда, чтобы там носки одеть или обуться. Возможная причина ссоры может из-за того, что мы с Евгением поссорились, или из-за массажа, что я с братом своим делала. Возможно, в тот день, когда он сделал Рене, а потом мне. Я как-то чувствовала и сказала, что, наверное, это не очень хорошо, но все равно как бы прогнулась и согласилась делать массаж в этот день. Возможно, даже просто простудилась, потому что у нас похолодало. Хотелось бы посмотреть причины, если эти болезни на эфирном плане, и убрать эти причины. Посмотреть, что я сделала не так и почему я допустила, чтобы это событие появилось в моей жизни. Меняю ситуацию, не допускаю это. Я здоровая, полная сил и энергии. Ну и, конечно, хочу, чтобы это все убралось и перестала болеть, чтобы я могла спокойно двигаться, наклоняться и чувствовать себя отлично. Второй аспект. У нас опять получился разлад с Евгением. Возможно, это из-за того, что мы один раз опять пытались, так не погружаясь, просто поговорить с моим подсознанием или высшим «я». Но уже были у меня такие моменты, что за это потом как-то прилетало, потому что лезу не туда, куда надо, и хотела бы это все отменить, больше не лезть туда, куда мне не надо, если у меня нет ни навыков, ни доступа. Убираю из своего пространства все разновидности программ предательства и жертвы, отказываюсь быть абьюзером и учить кого бы то ни было жизни, я еще сама не научилась жизни, жить правильно и счастливо. Возможные причины: негативный опыт с прошлых отношений, скажем так, и с мужем бывшим, и с Рене, в принципе, предательство в самый неподходящий момент, я бы так его назвала. Поэтому, скорее всего, что накладываю эти проекции и, возможно, жду этого и от Жени, что он тоже в самый неподходящий момент предаст меня, и поэтому, не знаю, тестирую, что ли, или не знаю, как это происходит, но, в общем, включается программа предательства, никак не могу от нее отцепиться, очень бы хотелось это убрать и верить в хорошее и ждать хорошего, позитивного, потому что мы творцы, что заказываем, то и получаем, если ждать негатива, так оно и получится. На фоне этих событий начала курить. Возможно, это попытки разрушить себя. Хочу убрать эту зацепку и не поддаваться на соблазн травить себя. Четвертое, очень прибавила в весе, как-то живот растет. Если есть еще на эфирном плане какие-то непроработанные завязки, что это происходит, возможно, было желание забеременеть. Меняю на это желание быть здоровой, стройной и нравиться себе в первую очередь. Если на меня была переброшена карма или магические воздействия, то приказываю всем виновникам забирать их же руками и применять на них же. Если была Илья или Оксана, или, может, Людмила, у меня там появлялась в предыдущих сеансах очень часто. Хочу вернуть свой творческий потенциал, потерянный мной в этих и всех похожих ситуациях. Хочу вернуть радость и счастье в свою жизнь. Прошу прощения у своего высшего я, у Первотворца жизни, у Евгения, за то, что снова свернула с истинного пути и лишь через боль поняла, что совершила ошибку. Оставляю себе свой опыт, а весь негатив отправляю на полную аннигиляцию. Я поговорила со своей мамой. Она говорит, что у нее и были аборты, но это уже было после меня. Мне бы хотелось все-таки найти тот момент
где у меня это впервые, эта программа предательства в этом воплощении проявилась. Потому что, ну, и в детстве, в принципе, могло быть, много было таких ситуаций, и в взрослом возрасте, я думаю, что она у меня тоже так идет красной линией по жизни, поэтому хочу найти эту первую точку, первое событие, развязать эти бусинки, эту цепочку и убрать ее из своей жизни, своего подсознания, своей, скажем так, физики. Хочу получать только позитивные события и никаких наказаний, хватит уже. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу такое пространство серое и такая вот какая-то направление из сектора магии. И как тучка такая. И там стоит фигура женская и как будто бы срывает лепесточки с ромашечки. Любит, не любит. Угу. Юбочка, да, цветастая. Ну ладно, я отсоединяюсь, ищем Валерию. Отсоединись, Виктория, от этой ситуации. Угу. Угу. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Валерии. Валерия. 1, 2, 3. Ой-ой-ой. В этот момент вот так вот близко-близко возле меня посмотрела такая черная морда, как черт. Уши такие, как у свиньи, и рога. И так посмотрела, и, и мне вот это пошло слово «неон». Не он. Что Вот. это? Что это Но обозначает? нет, давай Ладно. разберемся по порядку, что это такое, кто это посмотрел. Да, что это за сущность, этот черт с рогами? Давай посмотрим, кто это. Сразу идет вот это, что это вот эта тучка, которую я увидела. Угу. Так. Я вижу, что в секторе это считывается как неправильное погружение. Ты находишься по отношению к Валерии в секторе магии. Так. Вот эта тучка. Угу. Ну, давай по порядку, давай я ее найду. Хорошо, Я Виктория. эту штуку, подожди, я вот Да. эту морду отсоединяю. Она вот относится к сектору интерферентов. Приказываю ей убраться и запечатываю, как будто бы такой за стекло. Угу. Запечатала? Да. Хорошо, Виктория. Тогда на счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Валерии. 1, 2, 3. Ну, вот она стоит в этой тучке. Угу. Она вот так идет, как будто бы она стоит в ней, но такая полосочка, как трубочка идет, сектор магии. Но она стоит, юбочка какая-то разноцветная, именно юбка. Слышу слово «неон», и как будто бы отрывает такие листики, типа гадает, угадывает. А на голове это энергия в виде этого с рогами и с этими ушами, и с рылом. Ну, черт, это программа. Сейчас я считаю. Угу. Считывается неон. Так. Ну, хорошо, давай по порядку. Виктория, считай эфирное ДНК. Валерия ли это? Я вижу, что вот эта энергия буквально у него в руке как будто сверло такое, не сверло, а как гвоздь такой большой, вот такой, с такой резьбой, ну как шуруп или как это называется, что, и он вкручивает прямо как будто бы в копчик вот туда. Угу. Шуруп. Так, Валерия. Да, это она. Она выглядывает из-под этой маски. Это как маска. Угу. Спроси Викторию Валерия, разрешает ли она потрудиться с ней и для нее.
В глазах такие черные энергии. Бым-бым, блым-блым. Мгм. Говорит, разрешаю, но у нее как будто бы такие губы нарисованные, почему-то красные, не ее, искусственные. Вот говорят, М. она говорит одно, а губы вот так двигаются и говорят другое. А, Мгм. Сектор интерферента. И как-то она вот, где правая нога, то вот здесь имплант в тазобедренной этой. И как-то оно вот так вот ших, ее перекашивает. Мгм. Кашет. Она разрешает. Мгм. Что, Виктория, что с этой сущности начнем, которая запечатана? Ну да, Посмотри, с чего нам ну лучше да, она начать. с этого же Мгм. начать. Она же проявила сейчас. Оно считывается не он. И считывается, что имеет отношение к, я слышу, к сеансу регрессии. И Мгм. вижу, как вы сидите, разговариваете. Вот. И считывается, что разбудили Так, кого разбудили? деформированную а, личность, эгрегор, М. навязывание идей самому себе. О, Мгм. Так, что это значит? Сущность находится в пространстве ну это Валерии. дух. Дух– это М. энергия, вот как электричество, да, которое заряжено определенным образом. Вот. Это программа навязывания сценариев. Мгм. А что означает не он? Вижу, что когда ты это спросил, но эта сущность, она, я ее придавила так стеклом, то сейчас пошло вот так в сердце у него. Сквозь это стекло я вижу как такой, как раздавленный кружок, как бублик. Вот. А внутри такое сердце, кровь, и кто-то пожирает эту кровь. Мгм. Сейчас я, Так, то кто есть это? это, сейчас я посмотрю, с чем это связано. Вижу ниточка от этой сущности прямо к сердцу, и в сердце у Валерии такой черный крючок. Сейчас я посмотрю, к чему это, Мгм. видит ли это Валерия. И я Мгм. вижу, она вот так достает руками, Так. как бы из сердца, такой маленький ребеночек. Мгм. Что это за ребеночек? Она говорит, мать убила меня. Так. Спроси у Валерии, когда это Она говорит, что произошло. это в прошлом воплощении. Сейчас я посмотрю. Мгм. Но это как будто бы перед ней стоит. Сейчас я смотрю. Это родовая травма. Мгм. Я вижу, мама бьет ее по попе. И она так попу Мгм. поджимает рукой, чтобы защититься. Это сзади нее. А спереди, вот как считывается Теперь- процессор будущего, вот здесь, Ага. Так. она вот это держит этого ребенка маленького и говорит, мама убила меня. Мгм. Я Это слышу реально? тестирование на Тест. убийство. Это Мгм. родовая память. То есть это не с ней случилось, а это как Да. бы это в родовой памяти. Не имеет значения, Мгм. когда мать делала аборт, это влияет негативно. Это нарушение вот этих порядков любви, исключение из рода. Мгм.
Давай, Виктория, посмотрим. Спроси Валерии, что она почувствовала, когда мама ее била по попе. Я вижу, что вот эти каждый раз, когда мама... Раиса, Рая, я слышу, да? Да, да, Раиса. А вот каждый раз, когда она шлепает по попе, то из попы выбиваются какие-то такие, как листики, листы, контрактики. Мгм. Я слышу соглашение быть другой. Вот Мгм. вот этот демон, который создался, демоны откуда берутся? Ну, есть сущности духовные, мы о них не говорим, они в своих пространствах. А вот эти, которые в нашем пространстве, это Мгм. те демоны, которых создаем мы сами своими искаженным своим пониманием, своими контрактами, привычками, и поведением, ну и так далее. И Мгм. вот создается в этот момент вот эта сущность, этот демон, не он. Это как зеркало, она чувствует как бы контракт быть другой, Так. я слышу. Мгм. Это Так. подчинение, подстраиваться. То есть это как раз и я вижу, что между попой и хлопком матери вот эта черная магическая энергия. Магия, манипуляция, абьюз– это одно и то же, одни и те же энергии. То есть это принуждение другого человека подчиняться его воле, воле агрессора. И я вижу, Мгм. что в тот момент, когда вы погрузились в подсознание, вы вот это как буквально, как будто это болото всколыхнули. Вот. Мгм. Так. Понятно, Виктория. Давай вернемся в эту ситуацию, когда Валерию били по попе. Да? А, Спроси у Валерии, видит ли она, что она, Да, она видит. подчиняясь... Да, я Мгм. вижу. Вот главный момент. Она хочет вот это все швырануть, вырабатывается вот эта черная энергия, матери это отдать, да, то есть Мгм. н- неиспользованная вот эта черная энергия, которая, ну, как бы месть, восстановить Мгм. справедливость. Она накапливается и собирается в этого так называемого черта, демона. Ну, черт– Мгм. это и есть программа, созданная человеком. И если человек не Так. берет под контроль эту программу, не разбирается с ней, не работает с родом, то эта программа начинает жить своей жизнью, она как будто бы отделяется, это тень, теневая часть, это ложное я, ложное, оно на самом деле не имеет силы своей, только вот Мгм. эта украденная сила. Я вот этот бубличек Так. вижу, и вот это кровавое сердце. А что Обида, это очень за сильная обида? обида. Мгм. Обида, она чувствует, я слышу, как будто бы неразрешенный конфликт. Это как незакрытый гештальт. Почему мама к ней так жестоко обращается? Почему Мгм. я должна быть другой? Внутренний подсознательный диалог. Да, очень Так. больно там. Мгм. То есть она на подсознание, мама ее буквально ломает в эти моменты. Мгм. Ну что, Валерия согласилась тогда? Какое она приняла решение? Вот я слышу быть другой. Мгм. Ш Буквально, вот это выглядит, как будто бы вот это не он, это как, оно и не он, 2 слова, и не он, Мгм. как, свечение неоновое, знаешь? Да. Вот, то есть 2 смысла, один и тот же. И вижу, что у нее появляется такая, как трубочка, ну, она такая Мгм. треугольная, длинная, как светильничек. Ну, есть такие неоновые светильнички. И вот она 3 стороны, там такая, такая, такая черная, какая-то такая неоновая, светящаяся, зеленоватый оттенок и еще какая-то серая. И она вот так вот поворачивает эти 3 сторонами. То есть у нее как М. бы 3 разные роли. Вот оно, Мгм. агрессор, жертва и посредник.
И она вот это Мгм. меняет роли. То она абьюзер, то она жертва, то она вот этот посредник, примиритель между этими всеми. Так, в этой ситуации заключила ли Валерия контракт с кем-то? Да, с собой, я слышу, с собой. Мгм. Подчиниться воле матери, стать другой. Я слышу, потерять идентичность, чувство Мгм. собственного достоинства, веру в себя. И вот это слово слышу, коммунизм. Коммунизм, социализм, фашизм, ну, это одно и то же. То есть Мгм. это Да. как общее. А где общее, это ничье. То есть это разрыв шаблонов, разрыв границ. Я слышу общее управление. То есть это общий доступ, открывается доступ в буквально как будто бы вот эта точка, как провал М. внизу. Слышу отверстие, и отверстие, там есть эгрегор. О, вот оно Ага. что. Вот первый раз в жизни вижу. Знаешь, куда мы Так. попали? Что мы разоблачаем сейчас? Эгрегор? Шабаш. Это Ведьмы шабаш. там. Ага. Ведьмы. То есть вот эти все черти, которые, ну, образно говоря, естественно, да, Мгм. которых люди создают под воздействием неправильного воспитания, реагирования и так далее. Вот эти все черти, они же подобное к подобному группируются. Да. И вот создаются вот такие эгрегоры, вот этот эгрегор, и там буквально эти выплясывают черти разных людей. То есть это М. общее пространство, то есть наше сознание Энергетическое. человеческое, да, да, есть, создается вот сейчас, о чем говорил Вернадский, ноосфера, то есть это новое мышление людей, которые соединяются, которые двигаются вперед, осознают свою миссию очищения себя и пространства. И наоборот, противоположная сторона – это как раз вот это эгрегориальное, оно как Сфера. сущность, буквально Мгм. сфера, да. Демоническая. Мгм. Да, да. Так, и кто Это хозяин коллективный этой? разум, но только уже вот этой темной матрицы. То есть как Мгм. живая материя жизни и вот эта мертвая. То есть Вселенная построена по тем же принципам, что и человек. Человек есть истинное я, его же божественная душа, и есть те маски, которые он создал, человек, которые вот эти события удерживают частицы души, и ради этого оно имеет, как бы движется, есть, ну, имеет силу жить, скажем так. Мгм. Хорошо, Виктория. А кто хозяин этого демонического эгрегора? Кто управляет этой сферой? Приказываю ему проявить согласно эфирной ДНК. А, У Валерии нет подключек к интерферальным сущностям. Я Мгм. вижу, как это ее пространство, оно просто вот так продавилось вниз. Это ее непроработанные энергии и блокировки. Это как шар, в который налили воды, и вот с правой стороны. То есть это непроработанный блок предательства. И буквально это считывается, что это просто нужно отпустить. То есть пришло время отпустить. Я слышу проработанные дефекты времени. Хорошо, если Валерия готова, она может зайти в этот момент, когда первый раз мама ударила ее по попе, изменить эту Сейчас, ситуацию. подожди, Да. Жень, не спеши. Мгм. Спрашивай меня, что я вижу, потому что здесь происходит совершенно другое. Мгм. Что ты видишь, Виктория? Я вижу, что Валерия буквально вырывает у этого демона из сердца вот это сердце, и оно вот так вот пух-пух-пух стучит. И она вот так как будто бы мне показывает, и оно так тух-тух, как сердце.
И я ее спрашиваю, почему ей важно вот это мне показать, что это означает. А она говорит, вот здесь мой цикл перерождений. И вижу, что от этого красного, оно как будто бы живое, вот это сердце. А, Идет такая, как стрела ледяная в сектор принятия решений и жертвоприношений. Что это за энергия? Я вижу, что оно ведет в сектор, ну, как мы говорим, предательства, жертвоприношений. И там такая черная энергия, и как будто бы что-то происходит. Сейчас я зайду, это очень далеко и глубоко. Угу. Зайди, Виктория, в эту ситуацию. Что это там происходило, что это за событие? Я слышу царственная особа. Она лежит, и ей буквально разрезают грудь и вырезают сердце, чтобы похоронить. Его мумифицируют. М. Но она как будто бы живая. Посмотрю. Посмотри, Виктория. Я вижу, она умерла. Это когда она Мириам была. Вот Мгм. идет Мириам. Я вижу, она умерла. Ее тело лежит. Душа вот так стоит. М. То чуть-чуть вот так поднялась, куда-то села. Ну, чуть-чуть так вот как бы Мгм. повыше, вот, как будто бы села. То опускается, а потом они режут, и сосуд такой. А она кричит, они сумасшедшие. Она не хочет, чтобы это. И вот этот крик такой, как Крик. эхо, пошло, 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 пошло по таким всем пространствам, как будто бы эхо пошло по всей вселенной, пошло, пошло. А они как черти выглядят, а, и слышу, мумифицируют. То есть это люди, которые М. подвержены своим демоническим программам. Вот у них эти черти такие с этими ушами свиными, с рогами, рыла и копыта такие. Вот. И такие пальцы, как человеческие у них. И Мгм. они, я слышу, выгребают живое. И я теперь понимаю, зачем им нужно вот это сердце. Мгм. Я Почему, вижу, что Виктория? когда они собирают это сердце, то там вот это как бубличек такой, такая энергия. Эм, Это душа. То есть это как будто оно Что? считывается как... Сейчас я Посмотри, считаю. Виктория, То есть поподробнее, вот что это это, такое. Мгм. вот эта ситуация, она считывается зияющая рана. И когда они разрезали, так она еще как, ну, вообще, как будто бы вот минуточку назад умерла, или она умерла от этой операции, потому что кровь течет очень сильно. А ее душа прямо туда бросается, в эту рану, и пытается вот так ее закрыть, то есть препятствовать этому. Душа как бы не понимает. И Не вот это успела. Мгм. пошло такое эхо по всей вселенной пошло. А, И я М. слышу умиротворить с врагом. То есть вот это настолько зияющая травма, боль осталась прописанной в родовой памяти, в инкарнации, что вы как бы струну затронули, и Мгм. оно так всплыло. То есть это пора уже выйти было этому. И я слышу, царственная особа. И я вижу, они берут это сердце, и в этом сердце именно вот там такая точечка, как будто бы она, вот это слышу боль, вот эта магия, черная точечка, а вокруг вот этот бубличек. И это выглядит, как будто бы они, ну, слышу по-украински, пришпилили, то есть прикололи. Вот эта игла, вот оно. Как будто Мгм. бы иглой прикололи
вот эту душу. Я слышу сознание души, коллаборация с врагом. То есть это та основа вот этого стокгольмского синдрома коллаборации с врагом, которая заставляет, я слышу, действовать против себя, ограничивать себя в любви, в счастье, в Так. гармонии, потому что ее все направление, ее, я слышу, мессианского сознания, это забрать, вернуть вот это, а как бы отношения, они уже прямо и звучит так по боку. То есть это уже как она не может настроиться на отношения с тобой полноценно, М. потому что вот этот более важное, оно мешает. Мгм. И когда я смотрю на Так. эту ситуацию, она буквально звучит коллаборация, не он. Мгм. Так, а кто там проводил этот ритуал, приказывая этим Сейчас, магам-насильникам? подожди одну Да. секундочку, сейчас нужно Мгм. разобрать эту Что? травму до конца, а потом М. уже смотреть, кто там, что там. Самое важное, на что, какой контракт, на что она согласилась. Мгм. Спроси у Потому что Валерии. я вижу, что на подсознательном уровне происходит ее душа. Вот так вот М. почернела и вот так склонила голову и пошла в сектор интерферентов, вот там, где этот демон в сердце с этим, и как будто бы села вот сюда. То есть М. это, ну это же метафора, на самом деле это вот потеря своей божественной части, которая формирует вокруг себя вот эти негативные, вот это сотворчество, да, уже с М. темными энергиями. Это магическое мышление, скажем так. Это формирование этого магического мышления. Да? Это всегда так происходит. Насилие Мгм. порождает магию. Магия заключается в том, что вот эти контракты провоцируют человека, душу, согласиться на какие-то уступки, что-то потерять ради выживания. Спроси Викторию Валерии, что она почувствовала в тот момент, на что она решила. Она говорит потеря себя, потеря своей идентичности. И я вижу, что в этот момент подписался контракт, и вот эти все воплощения, и это воплощение вижу, где ее мама бьет, Бит. потом вижу Константина, я слышу, ее массирует, и как бы я слышу, произошло сцепление его, вот эти непроработанные, скажем так, программы, демоны внутренние, да, они Мгм. буквально, я слышу, сцепились, вот это как магнит, ух, вот, и Мгм. усилили боль. Ну, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, это хорошо. Потому что пришло Мгм. время с этим разобраться и положить этому конец. Так, понятно. С кем она подписала контракт? Второй стороне приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Появляется такая сущность в секторе интерферентов, она как будто бы в воздухе, ам, как такой осьминог, много-много ног, ну не 8, там их больше, Мгм. но считывается буквально как паук внутри. Это вот это черное, это как паутина, матрица М. сознания, антимира, как мы говорим, да? Мгм. Вот. А внутри, как будто бы, когда я смотрю, то я вижу этот паук, и я вижу, это те же энергии, которые вот так блымнули глазами, ну, в глазах у Валерии, это считывающие вот эти Мгм. программы, вот это ДНК. А, Центр Так. сознания. Сейчас я считаю, одну секунду. Мгм. Да. А, Это вот это я слышу, центр сознания. Чего Ну, сознание? Мгм. вот этот демон, эта матрица, это вселенский, я слышу, когнитивный разум.
А, М, Психологическая Так, зависимость, психическая зависимость. так. Сейчас еще посмотрю, Мгм. кто Смотри. за этим всем стоит. И вижу, Мгм. что там стоит какая-то сущность, которая вот так вот раз и закрылась плащом, крылья опущены, слышу упавший ангел, демон, а, Мгм. ангел славы, упавший. То есть это тот, который Люцифер, он Павший. тоже Мгм. неоновое свечение у него, то есть не свое, а отображенное, искусственное. То есть это создатель вот этой темной матрицы. И вот эта паутина, оно звучит как-то по-другому, как паучина. И когда смысл идет, что поучать, то есть потому что, вот оно, что поучать. Да, вот эта Мгм. мама пьет, поучает, а, душу поучать не надо. Душа, подсознание напрямую связано с божественным источником, с вселенским знанием и с природными, естественными иконами любви. Но Мгм. чтобы взломать этот естественный механизм, я слышу, судьбы, то вот эта матрица поучает, да, то есть буквально выбивает. Я вижу там сосуд, в котором Так. находится это сердце. Мгм. Так. Сейчас, пусть она расторгает этот контракт, вероятнее всего. Нет, уже пора посмотреть, кто там, потому что я уже как бы на физике. э, М. Я Да, вижу, что это какой-то как грот, и они говорят, мы ее похороним вот здесь. И там такие, как шахты, или как это назвать, такие вот углубления, вот катакомбы такие. как будто. Ну, что-то такое, Ну, да. грот. И они Да. ей так место говорят, мы ее похороним здесь, а сердце забирают в эту, в такой М. сосуд, как будто бы в какой-то жидкости. И вот так запечатывают эту крышку. Мгм. Кто И это вижу, там? что они садятся. Сейчас, одну секунду. Сидят. Костер там какой-то горит. И что-то, какая-то черная палочка. Что это они делают? Какой-то ритуал. М. Как ритуал, какое-то заклинание. Там какая-то книжечка с какими-то черточками черными. Вот. Мгм. Кто там делает этот ритуал, приказываем проявить согласно их физических ДНК. Так, я слышу магическое действие. И вот как будто бы плащ такой, знаешь, Мгм. между пространствами так. Я его хватаю, М. вижу, что у меня такие как перчатки, такие как стекло горячие, вот эти стеклодувы используют. И я его хватаю и приказываю ему рассказывать, кто он такой. И вижу, что в секторе магии как будто бы вот он хотел убежать, а я вот так его обратно сюда, и такая Мгм. книжка разворачивается со страницами. Так, ну, по порядку, да. Во-первых, кто этот маг? Кто он такой? Приказываем назваться, кто он такой. Так, пока вижу, проявляется какая-то шапочка черная, вот такая, как котелочек такой. М. А, ну, вот такая вот, как на лоб, как будто бы на Мгм. э, Приказывай этому магу убрать все защиты на снятие магии и колдовства, убрать иллюзии и отвечать истину, кто он такой. сейчас М. проявляются в глазах такие многоуровневые, как стекла, какие-то голубые, синие. Это Мгм. как НЛП-программирование, гипноз. Вот. Э, Мгм. В руке как палочка черная,
считывается чертить, чертеж, хвост черный, приделанный. Мгм. Это, так, сейчас я, кто он Кто он в такой? реальности? Мгм. Приказываем назваться, кто он такой, как мы его знаем. Чернец. Он ругается на меня, говорит плохие слова и говорит, ты меня знаешь. Ну, дура, говорит. Мгм. Мгм. Понятно. Так. Сейчас я приказываю Ч- ему Что? проявиться, кто он Мгм. сейчас на физике. Хочу Мгм. проверить его ДНК. Мгм. Приказываем ему проявиться. Кто он сейчас на физике? Да, это Тарас. Но он говорит, а не муж. Он М. прячется как бы за нее. Так. Что это он делает? С книжкой, с этим ритуалом приказываем отвечать. Он говорит, что я ее кастрирую. Что это обозначает, Виктория, что он ее кастрирует? Он говорит, что я ее уберу из повествования. Мгм. И тут появляется какие-то другие сущности, какая-то сущность появляется, которая в эфирном плане говорит, что он этого сделать не может, что он должен оставить для наследия предков. И сейчас я М. посмотрю, кто это такой. Что это за сущность? Посмотри, Виктория. А это душа Мириам, то есть в эфирном пространстве. И я вижу, а, он Библию, вот это Евангелие пишет. Мгм. А она в эфирном пространстве говорит, что он не имеет права ее как бы стереть всю. М. И а, Так. Что я он делает? вижу, так я вот вижу, он Ага. оставляет кусочек истории, ну, реальной. Мгм. Это как в Евангелии написано, что Мария имела как бы детей, Мгм. ну, братьев, да, и там описывается Симон, Мария, по-моему, там звали сестру, и, ну, короче, там что-то четверо, по-моему, да. То есть вот эта история. Мгм. И душа Валерии вот так успокоилась и вот опять там же легла, там, где она лежала в том моменте, где ей сердце это разрезали. Вижу, что вот этот, оно считывается каменный ритуал почему-то. Мгм. Что обозначает, что это каменный ритуал? Но я вижу, что это как будто бы он сидит и пишет на каменном пеньке. Мгм. Вот это как бы пенек дерева, но он из камня. Хорошо, Виктория. Спроси у Валерии, почему для нее было важно, чтобы Тарас этот оставил эту информацию истинную. Она берет у этого демона вот этот кружок. Вот так она его берет, а он вот так, как бублик такой, и как будто Мгм. пленочка внутри, такая резиновая, которая как мембрана реагирует. И она говорит, что он не может убрать меня полностью, говорит, истину полностью. И показывает, что вот эта энергия, которая находится внутри этого, это союзник называется, Мгм. посредник. Вот этот демон– это посредник между Валерией, ее генетической памятью и тем, кто завязал вот эти все искажения, и вот этим Тарасом. Вот. Сущность. Мгм. Да, то есть это, я слышу, навязанный ярлык, навязанная история.
он продолжает то же самое делать. Мгм. Он Что, навязывает Виктория? на всех Да. ярлыки, да. То есть это то же самое, и за время вот этого существования оно вот обросло из поколения в поколение. Многие это в роду считывали, то есть это все хранили, и вот это наросло вот в такую глыбу. А Валерия показывает, что это все, если бы он убрал всю истину, то не было бы этой сущности. То есть эта сущность держится на энергии истинной. И когда он должен оставить какую-то часть истины, а все остальное, вот эту ложь, ну, как эти манипуляторы и делают. Да, полностью ложь она. И она говорит, вот, Мгм. пришел ответ. Он Мгм. не может себя погубить. Потому что если, ну, он все будет лгать, то это не будет заземления, как бы сказать. Он не получит эту энергию, на которую он нацеливается, потому что у него нет энергии, да? У абьюзера Мгм. нет энергии, и он хочет получить, украсть, откусить у своей жертвы. Вот. Мгм. Так, а кто еще, кроме этого Тараса, там участвовал в ритуале и убийстве? Я вижу какой-то слышу Люцифер, и вижу красный, какая-то сущность, как искусственная, красная. Вот эта собака, которая мне во сне Мгм. сигнализировала, что Тарас клевещет на меня на своем канале. Так, Вот. вот эта собака, это что за сущность? Он идет как будто туда, в глубину, такими размашистыми шагами, как будто бы собака, но ходит как человек на ногах и куда-то пошел. Я ему говорю стоп, он как бы Мгм. уходит от меня, М. спину я вижу. Так, Я ему говорю стоп, вернуться, и так его раз снова тоже как за стекло взяла, так. и считывается, что это сейчас. Что это за сущность? Посмотри, Виктория. Сейчас я его... М. а, я слышу когнитивный абсцесс, Так, программа. что? Это программа, когнитивный абсцесс. Абсцесс. Что Ну, это как обозначает это? синяк, кровь, которая вот эта искаженная реальность. А кто стоял на физике за этим? Кто проявлял эту сущность на физике, приказываем проявиться согласно физической ДНК. А, Папа Римский какой-то. А, Мгм. Он в такой красной как будто бы мантии и такую палочку черную, и как будто бы в костре вот это там что-то ковыряет и приказывает, ну, теперешнему Тарасу, а тогда он был один из, я слышу, Ченца. Мгм. Кем он да, был? их несколько было. Эти, Послушники, в общем, его. ну, писатели. Это как, знаешь, они выглядят как в черных каких-то одеждах, как же они это называются? Сейчас я считаю. Ну, вот это идет ченец, Мгм. подчиняться, ченец. Ну, это как сейчас эти, которые в кельях там сидят, Монахи эти. монахи, вот это что-то такое. Но это, Мгм. а, оно считывается, культ Люда-Блиса. И я вижу, что идет такая как будто бы сущность такого молочного цвета, которая буквально склонилась и лижет а, Так. левую ногу, кому-то лижет. Сейчас я считаю, Так, кому это. кому? Кому это он лижет левую ногу? Вот этому Люциферу, который стоит М. вот такой грустный, как будто бы печальный. И у этого Люцифера я вижу как рога, Мгм. А что культ обозначают Адониса. эти? М. Ху- А,
То Что есть обозначает пусть эти рога? Мгм. сила, Мгм. магическая сила. Мгм. Это культ Посмотри, Адониса, я слышу. мгм. Посмотри, Виктория, есть ли у этого Люцифера частички души Валерия? Есть. Он стоит и как будто бы жонглирует, с руки на руку перебрасывает такое свечение. Вот этот бублик, вот этот. Мгм. Часть потерянного сознания, часть души. И это находится в коллективном сознании, в эгрегориальных структурах. А в ее пространстве это находится как такая туча, и идет, я слышу, межродовая связь. То есть вот тогда был завязан этот конфликт, но постоянно идет Мгм. конфликт, Конфликт. Мгм. да. И через он как бы через блоки, через материнские эти программы непроработанные, через вот эти родовые все Мгм. конфликты, вот он как бы буквально я слышу раздражается. Давай, Виктория, посмотрим контракт, который Валерия подписала. Давай посмотрим, какие условия этого контракта. Ну, сейчас я вижу, что она подходит вот там в этом гроте или что это такое, там Мгм. где этот костер. Она подходит и такая огромная, а Тарас, ну этот чинец, вот такой малюсенький. Она его говорит, что ты делаешь здесь, падла, называет его вот так. Мгм. Так. Говорит, я спросила ее, почему она так грубо на него говорит. А она говорит, что показывает, что он вот эту душу, ее божественную, вот так вынул, как падаль, ну, Мгм. как у животного Упадшая. какого-то, Мгм. как у Так. животного, да, то есть это пренебрежение, это, я слышу, это пафос мести. То Смотри, есть за падла, этим подлиза. да-да-да, что за этим Мгм. ритуалом фактически скрывается вот этот пафос, типа, ну, это как, М. этот ритуал, они же всегда ну, говорят одно, М. а делают десятое, да, но на самом деле вот это месть. А, Мгм. Я Хорошо. вижу, как это работает, вот оно что. Он сам как бы подписал себе смертный приговор вот этим, когда искажал вот эту реальность, когда врал, и Мгм. он знал, что он уходит туда, куда уходят, ну, как и животные, как и все на переработку, на утилизацию. И Мгм. вот стереть Мгм. как бы с лица земли, чтобы приписать ей, Валерии, то, что его беспокоит. То есть это проекция его вот этой травмы. Мгм. А Валерия Так. говорит, он не мог меня убрать полностью. Мгм. И я ей говорю, что она сейчас может расторгнуть этот контракт, отказаться. Мгм. И Так. она так смотрит, как будто бы по сторонам что-то ищет. И я вижу, как этот кружок, который вот так, как бубличек маленький, он как-то стал вокруг ее. Ну, она внутри стала, а он так расширился, а она что-то ищет. Я Мгм. ее спрашиваю, что Что она она ищет. ищет? Я вижу, как у этого Люцифера вот этот бубличек, который он вот так перекидывал светящийся, вырвался, вышел тоже. А этот демон, черт этот, да, с рогами, у него и сердце это тоже ушло, и он так искорчился и исчез. А, а Тарас вот так М. сидит, смотрит в том моменте, а у него из М. этой книги вот такое сияние пошло. Мгм.
Так, То есть что это было? выходит, то, что он прятал, вот эту истину, оно вырвалось наружу, Мгм. и встает Валерия, вот там она как будто бы оживает в том моменте. Вот, и я вижу, как она этот нож, эту рану, это вот все, этот ритуал, как бы отрывает от себя, и она буквально, я слышу, оживает, она отменяет вообще смерть свою. Потому что я Мгм. вижу, как соединяется ее душа с ее телом, Мгм. и она выходит из этого каменного, как будто бы это в скале было, и она изнутри выходит и за собой закрывает дверь. И полетела как ангел. Я ей передаю, чтобы она М. эту всю ситуацию отправила на аннигиляцию, стерла, уничтожила, разорвала контракт, соглашение, продавать свою душу, отдавать ее. И вижу, как эта кровь из этого сосуда, все это обратно выливается, и так чих-чих-чих-чих-чих, и сердце вот становится на место, и вот здесь зашивается. Мгм. Валерия И в очищает. этот Да. момент я вижу, как у нее как будто бы рождается такая черная, я слышу веретено. Мгм. Что это Вот. за энергия? Ну, Мгм. буквально как веретено. И такая ниточка потянулась в сектор магии. И опять к этому я слышу Илье. Мгм. Уже там Так. стоит Илья, и у него такие над головой часы. Такой какой-то символ, как часы. Мгм. Что обозначает эти часы над головой у Ильи? Сейчас я посмотрю. Он говорит, что он пришелец из других времен. Я вижу, и сейчас я посмотрела, что а, он Мгм. считывается по-украински, слышу, в'язень, то есть пленник. Мгм. Пленник Кого? собственного эгрегора, я слышу. То есть он создал собственный эгрегор. Мгм. Я вижу, слышу мести светлым душам. Он считывается как чародей. Мгм. А чё это он А, мстит светлым душам? Приказываем отвечать. Чего это он мстит светлым душам? а, им, этим темным, места нет нигде, даже в преисподней. Вот эти светлые души, которые поглощены э, Мгм. этими демонами, скажем Да. так, они даже в нижних мирах, я слышу, совокупляются, то есть они как бы друг к дружке вот так, как бы Мгм. ну, вот эти духовные сущности, да, то есть эти потерянные частицы души, они соединяются с другими, я слышу, в общем пространстве сознания. А вот эти темные, они их, вот этих темных выталкивает на периферию. То есть и они Мгм. бессильны, потому что я слышу, что свет всегда побеждает. И у них это фактически борьба за жизнь. И они не могут не лгать и не могут не мстить, потому что это борьба за их выживание. Они неуклонно, вот, потому что некоторые, буквально я вижу, как отрываются с этой периферии и буквально падают, и там так пух, просто превращаются они в что? Не вообще. Как будто бы какое-то превращение такое происходит, и там уже ничего нет. Только Мгм. пух, Аннигиляция. аннигиляция, да. И они это видят на подсознательном уровне, осознают, и вот эта месть их, ложь, вот эта клевета, вот эта магия, оклеветать свет, унизить и так далее. Мгм. А что означает вот это часы над головой у Ильи? А они как-то тикают у него. Он говорит, что она к нему сама пришла. Мгм.
дата, когда это произошло, что она к нему пришла, если это событие в Сейчас я действительности? смотрю, где зацепка. Я вижу, Мгм. что он находится вот где-то очень внизу, такой маленький, в секторе магии, и такая тоненькая черная ниточка в сектор жертвоприношений. И там лежит какой-то меч странный меч, короткий, Мгм. толстый, плоский. Ну, как не меч, а какая-то штука Мгм. в ножнах. Ножны такие, ну, короткий такой, как Мгм. клинок. Вот, Так, почему-то там лежит. что это за ситуация? Я слышу, что там звучит в этом, как бы спрятанная в ножнах этот меч. Я ей отомщу за ее освобождение. М. Мгм. Я вижу, как она сидит вот так, смотрит это видео с таким умилением, и ее внимание, вот эти глаза так просто поплыли туда, к нему. И он Мгм. положил в карман, вот сюда, с правой стороны. А вместо этого пришла эти черные глаза, которые она вот так моргала вначале, помнишь? Мгм. Это Вот. взамен она получила. Э, Да, да, то есть Мгм. это привязка, я слышу, к несуществующим событиям. А несуществующие события– это вот эта навязанная ложь, клевета, искажение истории. Это чем и занимается Тарас до сих пор, и это, ну, все эти абьюзеры, да, то есть навешивают ярлыки. То есть это Мгм. демоническая манипуляция, потому что Мгм. она создает определенные, я вот слышу, временной континуум, который воссоздает события, не прошедшие через физическое воплощение. То есть это М. иллюзия, другими Зацикливание. словами. Да, то есть это создается такая как будто бы жизнь, вот это искажение исторической правды. И Мгм. вообще, да, вот эта клевета создает тоже информационное пространство, которое как будто бы благодаря крупицам истины имеет как бы силу жить. И до тех пор, пока человек не обличает эту ложь, он не может забрать эту энергию, и эта ложь продолжает жить. То есть, Мгм. другими словами, нужно сделать вот эти семейные расстановки. А, Разобраться. То есть, да, то есть принять М. божественные души, дать им право находиться там, где они есть, и отвергнуть вот это принятие этой лжи. И я вижу, что в этом воплощении на физическом уровне вот у Валерии выработался такой как бы эмоциональный блок каждый раз, когда в детстве обижали, вот это, что у нее вот хочется вот это отдать матери. И я ей передаю, что она может принять сейчас ее мать, простить ее, точно так же во всех воплощениях отменить эти ритуалы, Мгм. погребение, отменить ее смерть, она всегда жива, и это правда. Вот. Мгм. Она же живая. Да. Пусть она отменит, то есть уберет из все генетические памяти, все эти ритуалы, И я смерти. вижу, как она выходит из этого портала, как девушка, как будто бы со свечой. И все пространство как будто бы вот так ее, ну, подталкивает. Она выходит, появляются крылья, и она берет эту тучку и просто выбрасывает. И Мгм. бросила вот эту штуку, которую она держала в руках. Оно как будто бы металлическая, вот эта ромашечка. И она так Мгм. прям брязнула, как металл. Ну, такая вот огромная, с такими листиками. Эм, Мгм. Ушла, да? Посчитывается не я. Я ей передаю, что она сейчас сможет отменить то решение, все решения, когда она
принимала решение, ну, подчиняться матери, быть не собой, подстраиваться и присоединяться к этому эгрегору подлиз, пусть она убирает все эти Ситуация, решение ситуации. подлизываться. Я вижу, как у этого ченца вот эта шапочка вот так на бикрень, как будто бы на таких, как крышка снимается Мгм. в шкатулке, и из головы у него выходит, я слышу, запутанная спираль. И вижу, выкручивается какая-то спираль, информационный пафос я вижу, слышу, который вот на ее, как будто бы на каких-то электроны, они все так движутся, 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 и я слышу, распутывается паутина лжи. Я передаю Валерии, чтобы она вернула всю ее энергию, запретила вторгаться в ее пространство и убрала с ее личного и с общего пространства все эти негативные энергии. И вижу, как этот паук буквально от нее отлипает. И в этот момент я слышу Костя. Мгм. И вижу, Так. он по отношению к ней находится вот с левой стороны, вот такой маленький, мнет ей спину, как будто бы. Я Мгм. слышу, нажал не туда, нажал на какой-то блок, вот эту черную такую точечку, магическая эта энергия, то есть это психосоматика, вот там, где, вот там есть такая косточка сзади, две Мгм. ямочки есть у женщин. И там на эту косточку, где-то там он нажал, а это как раз и есть, я слышу, гипнотический пафос, то есть туда выходит как раз вот это М. ну, психосоматическая вот эта там связь, и именно там вот этот, я слышу, кожух, там такой имплант, как будто вот такая пятерня. М. Так. Как это повлияло на Валерия, когда он нажал на Она, эту вот вот я вижу, точку? она, ну, имеется, ну, она вот, я слышу, почувствовала, что этого ей не надо было делать, что это преждевременно, она не была еще готова к этому распилению, я слышу пространство. Ее подсознание дало знать, то есть она должна была это пережить в более мягкой форме. Но М. он как бы надавил на больное, и одно на другое навалилось, как говорится. Мгм. Спасибо, Валерий. Что она хочет изменить, как эту ситуацию? Что она хочет сделать с этим? Ну, я вижу, она говорит прислушаться к себе, а получилось, что вот эта ее правая часть как будто бы вот так отделилась и как-то перевернулась. Вот так. Вот как этот треугольничек, М. опять эта штука такая, как палочка, ну, с тремя сторонами. И вот она Мгм. как бы поворачивается то той стороной, играет как бы роли, да, то той, Ага. то той, то той. Я ей передаю, чтобы она вернула свою идентичность и Убрала вот это. слушала себя, да, М. и вот эту игру пусть она убирает, она никому ничего не должна, кроме ее желаний быть счастливой, красивой, здоровой. А это Мгм. все пафос, который она может просто взять и выбросить. Все. Я вижу, она встает с этого м, стола и говорит Мгм. Косте, я не готова. То есть она отменяет ее решение массировать, Мгм. потому что у Кости сейчас нужно серьезно проработать его магию, да, он не Да. готов еще. Вот. Мгм. Хорошо, пусть Валерия очищает ее пространство, это Да. событие. Мгм. Я вижу, она ломает эту палочку, и внутри как бы стержень появляется. Слышу сама я. Хорошо. Я ей передаю, чтобы она... И она так возвращается как бы вот сюда, в сердце, чтобы она отменила все те ритуалы. И я слышу, как этот
горшок, в котором это сердце было, она как Мгм. будто бы ногой его так жбурнула, и он покатился. Вот. И вижу, как это сердце, эта энергия возвращается, я ей передаю, чтобы она вернула себе все потерянные энергии, чтобы она вернула целостность, гармонию и очистила все ее личное пространство и передала информацию в общее и забрала все ее Частички души, со энергии, всех мест. потенциал. Да. Мгм. Пусть полностью забирает, очистит ее от чужеродных энергий, свет к свету, тьма к тьме, все Да. чужеродное на аннигиляцию. Мгм. Хорошо. Так, поднимаемся вверх. Посмотри сейчас на Валерию, как она выглядит. Она большая энергосфера вот такой правильной формы, но какая-то еще синяя энергия, и она вот так руку держит, и там какая-то точка в руке между большим пальцем, это небольшой указательный и средний, вот, вот здесь. Эта Посмотри, точка что это за держит. энергия. Мгм. Я Что, ее спрашиваю, что это. что И это от за... этой точечки идет как бы в сектор вот М, это, где подписание контрактов. И мгм. она говорит, что она разрешила взять ее душу кому-то. И опять вот Так, этот неон. мгм. Сейчас я спрашиваю Что ее, это? кому она разрешила. Мгм. Спроси Виктория, кому она разрешила. А в секторе магии появляется вот этот какой-то бугай, считывается. Вот эта Мгм. сущность человекоподобная, но с какими-то признаками какого-то быка. Мгм. Так, кто эту сущность проявлял на физике? Кто на физике приказываем проявить согласно физической ДНК? Почему-то Тарас появляется, сидит, пишет. Такими словами обзывает Валерию. Это надо просто слышать. С его этого поста, которым он называет людей тупыми баранами, то это вообще комплимент. Мгм. Так, приказываем отвечать Тарасу, что он делает по отношению к Валерии. Он говорит, что он не разрешал ей освободиться. М, Говорит, что она это потенциальная угроза для него. Ругается, м, говорит, что потенциальная угроза для всего его мира и говорит для его константы, какой-то Так, константы. а что это его за константа? Я слышу, он как будто бы стоит на вершине пирамиды, которая перевернута, а он стоит на вершине, но она вот так еще чуть-чуть и упадет вообще. А М, э, подножие этой м, пирамиды вот в секторе интерферентов. Слышу, сейчас я прочитаю, что это за константа. Опять же, эти красные энергии, какие-то рубиновые. Там какой-то провал в этой пирамиде. Сейчас я посмотрю, что это за пирамида такая. Эгрегор власти. мгм. Это его мир, Да, а эгрегор над кем этот. это он власть собирается тут, М, демонстрирует? И он показывает, говорит, что он пастух, и таким кнутом так пих, швяк, черный кнут м, такой. И я вижу, что м. Так, он упрекает ее, что ее мать била. Говорит, била, била и не добила. То есть это те же самые энергии. То есть
Это, ну, как электрический ток, который питает приборы. Вот этот дух, энергия вот эта. Бить, мстить, унижать, клеветать, М, цепляться за что-то. Сейчас я м. посмотрю, почему. Ну, спросить надо, Поч- Валерий. Спроси у Валерии, Почему почему она она позволяет до позволила сих пор? ему командовать ею. А она говорит, что она, потому что не решила, что ей делать. И вот это вижу, как на качелях, то есть ноги, правая нога то сюда переваливается, как уточка. Мгм. Говорит, что она не решила, что ей делать с ее возлюбленным. Мгм. Так, а почему она не решила, что ей мешает решить? Она показывает вот эти импланты в глазах, вот эти черные шарики. Мгм. А, Когда то есть это эти импланты щитовидка. появились в ее пространстве впервые? Что это было за ситуация? Я вижу сейчас опять эти часы с Ильей на голове. Мгм. Это умиление, я слышу умиление неправдой. Вот я ей передаю ей, чтобы она посмотрела, Мгм. а, Что истина? во что она поверила, и видит ли Мгм. она, как взломан ее внутренний критик. Я вижу, что внутри у нее как будто бы такая черная, как будильничек, как будто бы изнутри открыт, как будто бы крышки нет, и я смотрю туда. И там такая волна белая, гипноз. Мгм. И там считывается Илья. Так, приказывает ему Илью отвечать, что это он делает, что это за гипноз, приказываем отвечать. Буквально это выглядит, как будто Валерия делает такой реверанс перед этим черным существом с рогами. Мгм. Считывается, поклонилась дьяволу. И вижу, я слышу, а, приняла знамение на чело свое. И вижу, как образуется такая черная пятиконечная звезда магическая вот здесь, в Мгм. секторе, ну, где зрительный центр. Отказ от Так. себя, я слышу, полностью. И это он привязался на тот случай и с смертью, передача сердца, вот это все. Мгм. Так, спроси у Валерии, видит ли она сейчас, что это за гипноз, к чему это привело ее поклонение. Да, она видит. Мгм. Если она хочет, она может отказаться смотреть его канал, э, Ну, дело не в том, чтобы умиля- отказаться канал, умиляться, я спрошу ее, принимать. почему она поверила в ложь. Мгм. Спроси, Виктория, у нее. Вот оно что. Это вот этот механизм сработал. Еще заложенный матерью, а еще из прошлого воплощения на тот контракт погребения. То есть это как бы коллаборация с врагом. То есть Мгм. оно свое к своему притянулось. Я ей передаю, что она может сейчас вынуть эту энергию гипноза. Она божественная душа, и коны истины, пусть она настроится с конами истины и примет себя саму в этот божественный кон любви и очистит себя и ее род. И пусть отдаст этому Илье и всем этим магическим энергиям всю карму и очистит себя и свой род от присутствия чужеродных энергий. И я слышу от погребения себя. Я ей передаю, она живая, всегда была, и всегда ее душа живая, и никто не имеет права вторгаться в ее пространство и уличать ее в каких-то ошибках. Пусть каждый, кто это делает, немедленно понесет карму. Мгм.
За переброс кармы, за манипулирование. Пусть приказывает, Да. пусть силы кармы воздаст. И вот я вижу, как этот механизм, это, который Мгм. символизирует как работу внутреннего критика, буквально вот так как-то вытаскивается. Я ей передаю, чтобы она очистила ее сердце, сердечный центр от всех предрассудков, предубеждений, негативных энергий, программ. Пусть полностью исцеляет все ее пространство. И я вижу, как утекает эта туча, и пусть Мгм. закрывает порталы и отправляет на полную аннигиляцию и убирает все, слышу, сетка. И она поднимается вверх, энергосфера становится большая, и таких много-много черных как ниточек притянуто. Это матрица, вот эта сетка М. демоническая. Я передаю, что это всего лишь иллюзии. Его этого ничего нет. Пусть забирает свою энергию, где она потеряла в любом из пространств, в любом из ее воплощений или между, и призовет все частицы ее божественной души и отправляет на аннигиляцию всю коллаборацию с антимиром, с ложью, агрессией, и запретит сейчас себе подчиняться злу. Я слышу преклоняться. Я вижу, как она встает из этого реверанса и вот так просто бросает вот в сектор магии этому, вот, я слышу коллаборация, и буквально разбивается это ее соучастие, я слышу соучастие Мгм. в Мгм. этих магических ритуалах. И Пусть вот вижу ее полностью вперед. лицо, Мгм. и такое, знаешь, как после тяжелой работы. Я ей передаю, чтобы она восстановила свои силы, очистила все ее пространство Мгм. от, Пусть от чужеродных энергий, низковибрационных, наполнялась энергией света, гармонии, жизни, процветания, любви. И я вижу, как она вот так смотрит в руку, а здесь такое вместо этой точечки, такое как шарик. И я Мгм. вижу, что там этот ребенок. Я передаю, чтобы она передала этим нерожденным душам право на жизнь, что она принимает их в ее род и полностью пусть очистит тот негативный опыт, который эти души пережили во всех поколениях в ее родовой памяти. Мгм. И назад, и вперед, и наполнит все ее пространство светом, гармонией, жизнью. Я вижу, как эта звезда, которая появилась в зрительном центре, просто уходит. Я ей передаю, чтобы она восстановила коны ясновидения, слышания, понимания себя в первую очередь в ее М. личном пространстве. И вот вижу, как она поднимается как ангел. Да, и передаю М. закрывать все М. порталы, отсоединяться от всех и всего, Мгм. восстановить полностью ее кон суверенности, Творца. Да. И я вижу, как она вот снимает из головы вот эту имплант, ну, который там был типа с рогами, но осталась как будто бы такая какая-то черточка. И она вот Мгм. выбрасывает, и я ей передаю, чтобы М. она полностью исцелила ее сознание, ее душу, ее физическое тело, все ее эфирные тела на всех уровнях бытия, вот присутствие чужеродных М. энергий, пусть она позволит себе быть счастливой, гармоничной, счастливой. Ну вот я Мгм. вижу, свадьбу вижу, Мгм. вашу Так. свадьбу вижу. То есть вот таким образом закрывается путь Мгм. к божественным душам, к счастью. А, Вот так. Я передаю, чтобы она убрала, чтобы Валерия очистила путь к своему счастью, гармонии, процветанию. Мгм. Вот Так. теперь у нее руки вот так сияют, она вот так показывает, и такое свечение идет, и говорит, я чиста. И такой свет чистый полился. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Посмотри эту ситуацию, когда я погружал Валерию, как она изменилась.
Ну, я ее не вижу. Ну, оно просто считывается с вашей стороны, это легкомысленно. Мгм. То есть работа с психикой требует квалификации. Со мной ты работаешь, потому что я в работе почему с телепатом может работать человек даже без образования, без подготовки? Потому Да, что ты все говорила. выруливает телепат. Мгм. Да? То есть я чувствую. Вот. И когда нет телепатического дара, тогда человек просто копырсается, ковыряется в своих этих, и это Мгм. приводит к заблуждению. Так, хорошо, Виктория. Почистим А работать, пространство. да, в таком случае нужно просто простые эти коучинговые вопросы. То есть наука, 50 ей 60 лет уже, да, отфильтрована, стандартизирована. То есть обучился, и тогда имеешь право работать с подсознанием человека. А пока это так не работает. Вот это наглядный пример, как это вредит. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Почисти пространство. Очищаем. Да, вот это тоже я передаю тебе информацию, чтобы вы это отменили, стирайте Мгм. со всех информационных полей, наполняйтесь оба, и я тоже, энергиями света, любви, благополучия, гармонии и М. процветания. Мгм. Так. Мгм. Хорошо. Валерия сказала, что она начала курить и хочет убрать зацепку, если она есть. Спроси у Ну, Валерии. убрали зацепку. Мгм. Хорошо. Пусть она отменит все ее решения курить, если она хочет. Ну, и вижу, она сигаретку вот так тин-тин-тин Затушила. Мгм. затушила. Так, хорошо. Так, Валерия волнуется, что она прибавила в весе, живот растет. Есть ли какая-то привязка, что это с ней происходит? Ну, была привязка к этой туче. Мгм. Я ей Хорошо. передаю, чтобы она сейчас восстановила гармонию в ее физическом теле, здоровье, пусть вернет себе здоровье, красоту, стройность, правильный обмен веществ, молодость. Мгм. Пусть она очистит ее физическое тело от всех негативных энергий. Буквально Очистит. вытягивает ноги вот с этой карусели, качели, вот это что. Мгм. Я ей передаю, пусть восстановит здоровье, наполнит сейчас своей энергией. Вот я вижу, как она шар такой энергетический вот там в области таза. Я ей передаю, чтобы она зарядила своей энергией жизни, гармонии, здоровья абсолютного и буквально растворила все эти Мгм. потаенные места и восстановила естественный и здоровый поток энергии во всем. О, прямо вижу, как пожурчали ее в тканях эти процессы пошли. Вот так вот все Мгм. движется, вот эти молекулки, жидкость в молекулах. Вот. Мгм. И я вижу, она вот так рукой провела, и такой красный, как такое пятно, так шух, убрала. Я ей передаю, чтобы она очистила свою руку, своей силой мысли, убрала все негативные энергии, восстановила свою целостность, вернулась мысленно в тот момент, когда она была рождена светлой божественной душой, абсолютно свободной, здоровой, вечно живущей, и сонастроиться с теми вибрациями самой себя, восстановит собственную идентичность, гармонию. Мгм. Ну вот ее энергосфера сияет. Ага. Хорошо. Я ей Так передаю, вот. чтобы вот этот просто
выдавливала и вот этот портальчик, энергию вот эту, и закрывала этот портал. Мгм. Так, делает она это? Да, делает. Хорошо. Так, Виктория, посмотри, вот эти там сущности под стеклом, которые там ты придавила, замораживала. Они рассыпались, как прах. Мгм. Я их отправляю на полную аннигиляцию. Мгм. Очищаю все наше личное пространство и эфирное пространство, передаю информацию в коллективный разум и в коллективную душу человечества во всех измерениях, во всех плотностях. Где бы души не были, я передаю им, показываю Мгм. путь к освобождению, этот альфа-путь, к расторжению контрактов на уровне души, к исцелению. Передаю Мгм. информацию о божественной жизни, поконам жизни, гармонии, процветания и истины. Хорошо. И призываю каждую божественную душу вернуться домой, к своим истокам, божественным истокам, к своей цельности, гармонии, к осознанию себя. Я слышу, как Мгм. острого сознания. Ну Мгм. да, так оно и есть. Мы, как знаешь, каждый человек– это как отдельные, Вселенная. как отдельная вселенная, да, в Мгм. общей вселенной. Мгм. Потому что каждое сознание человека, оно как бы содержит информацию о всем целом. Мгм. И наоборот. Каждая частица целого тоже содержит в себе всю информацию о частном ибо универсальном. Мгм. Это и есть голографическая реальность. Что, Виктория, посмотри, еще у нее была энергия, губы нарисованные. Ушла ли эта энергия? Да, она, я вижу, взяла, она вот здесь была, она ее так скрутила, я передаю, чтобы она ее полностью ликвидировала, вот это Мгм. подчинение злу. Мгм. Так. Я слышу сегментация. Я передаю, чтобы она сейчас восстановила свою целостность, справедливое отношение к себе в первую очередь. Мгм. Мгм. Так, вначале Галина. было... Мгм. Отлично. Так, вот этот какой-то интерферент, гвоздь с резьбой вкручивал. Если это сущность с резьбой. Нету. Это вот это все, то, что мы распутали, это все было вот. Я Мгм. передаю еще раз Валерии, чтобы она в этом месте особенно вот проявила. Вот это я вижу, что она делала, вот этот шар энергетический, который буквально растворился и энергию распределил. Я передаю, чтобы она восстановила целостность и гармонию всей ее энергетической системы, восстановила целостность свою, Мгм. восстановила порядки любви в ее пространстве, отдала должное каждому, свету Мгм. свет, тьме тьму, разделила, восстановила целостность. Так. И вижу, как этот демон такой малюсенький, как микроб, просто выпал с ее пространства и утащился туда вниз. Так, рога забрал эти Их чужеродные. нету, нет. Отлично. Хорошо. Так, Виктория, и вот это была юбка, она какая-то разноцветная. Это магия, Магия. это магическое Мгм. мышление, насильническое, да? То есть это Мгм. подчинение лжи. Вот это потом, это треугольная Гипноз. палочка, да? Ага. Неос, вот это. То Мгм. есть играть разные роли. Мгм. Так, хорошо, очищаем пространство. Да.
Пусть Валерий полностью отсоединится от всех этих проработанных ситуаций. Буквально как будто бы помыла, и знаешь, как ведро воды так шух вылила. Я ей передаю, Мгм. чтобы она закрывала все порталы. И на аннигиляцию все отработанные энергии, это ее дом, ее пространство ее рода. Пусть она очистит все предыдущие поколения, все воплощения и также все будущее. Мгм. Хорошо. Ну, поднимаемся все вместе вверх. Если хочет Валерий, пусть передаст информацию о освобождении, кому она хочет. Она передает, но почему-то вынула такую черную книгу и вынула из черной книги такую сияющую, как будто бы книга на книге, книга в книге. Я ей передаю, чтобы она передала только свой опыт, а эту магическую энергию пусть полностью уничтожит в ее пространстве. Мгм. Потому что магическое мышление – это подчинение. Тот, кто магичит, то есть насильник, одинаково виноват в том, что он насильник, как и тот, кто подчиняется. Потому что если агрессор будет нападать, но никто ему не будет подчиняться, то агрессор, как говорится, и закончится. Мгм. Агрессор живет только ради наживы, ему нужен ресурс, а если никто ему ресурс не даст, то он, образно говоря, сдохнет. Ну да. Хорошо. Так. Хорошо. Спроси у Валерии, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она Мгм. благодарит. И мы ее благодарим за работу, за труд. Прощаемся с ней. Мгм. Хорошо. Отсоединись, Виктория, от всех и всего. Соединяйся. Мгм. Затем поднимайся максимально вверх. Мгм. Проверь твое личное пространство. Да, все чисто. Хорошо, Виктория. Наполняйся энергиями любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическая реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Супер, очень классно вообще все. Так все глубоко, так все прям. Перенастройки проходили в процессе того, что слышала, что ты рассказывала именно прям так, как говорится. Все довольно понятно, убедительно. Мгм. Ну, именно свои, скажем так, больные места, которые были. Супер, Отлично. молодцы.